Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и главный редактор «Нефти Капитал» Владимир Бабылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Брюссель может вложиться в СПГ-проекты надежных поставщиков. Стратегия, план действий по обеспечению доступной энергии. Также содержит в себе новую попытку объединить спрос на СПГ со стороны европейских компаний. Владимир, стратегия ясна, все отлично. Нету главного, СПГ, где они будут брать? И что за такие долгосрочные контракты, от которых Брюссель отпетлял в договоренностях с Российской Федерацией? Ну, это хороший вопрос. Честно говоря, у меня есть такое ощущение, что Брюссель сам точно не знает, где он будет это брать, потому что Европа рассчитывает в существенной степени на американский сжиженный газ, и, собственно говоря, Америка вполне готова им его продавать, но дело в том, что торгуют в США газом не чиновники Трампа, а американские компании. Собственно говоря, коммерческие компании, которые к государству имеют очень опосредованное отношение. И, соответственно, они торгуют в основном, естественно, ориентируясь на свою экономическую выгоду. А экономическая выгода заключается в том, что значительно интереснее продавать в Европу, а может быть и не в Европу, может в Азию, газ по спотовым контрактам, условно говоря, договорились, загрузили газовоз, оплатили, получили, разгрузили, все счастливы. А вот долгосрочные договора, они предусматривают, ну, во-первых, какие-то длительные отношения, во-вторых, какую-то фиксацию цены. И в случае с СПГ это достаточно сложно, хотя бы потому, что СПГ, вот он, собственно, чем СПГ отличается от метана в его, так сказать, первозданном состоянии, который поступает по трубе. По трубе здесь есть определенная зависимость продавца от покупателя и наоборот. Ну, то есть они фактически соединены вот этой вот газовой магистралью, на конце одной сидит продавец, на другой покупатель, и друг от друга они деться особо никуда не могут. И поэтому им, в принципе, выгодно заключить долгосрочный контракт, чтобы, ну, во-первых, окупить, что называется, вот эту трубу, она же для чего-то нужна. Во-вторых, при таких условиях, соответственно, и один, и второй, они могут примерно понимать экономику своего взаимодействия, и это, ну, определенная такая секьюритизация рисков обеих сторон, комфортно, выгодно и так далее. А в случае с СПГ история немножко другая. Он с точки зрения своего агрегатного состояния и логистики чем-то похож на нефть. То есть его можно, ну да, с большими затратами, чем нефть, там, превратить вот в это жидкое состояние, загрузить в газовозы, а дальше уже, чем, собственно говоря, он похож на нефть, можно двигаться куда угодно. Главное, чтобы на той стороне был терминал, где можно этот газ привести опять в состояние вот этого вот газообразного метана. И можно идти в Европу, можно идти в Азию. Более того, из-за ситуации арбитража, когда на одном из рынков цена становится выше, можно поменять маршрут по ходу движения, двинуться в Европу, а потом передумать, пойти продать газ в Азию. Поэтому для американских крупных компаний, которые занимаются зажижением, им значительно интереснее работать на споте. То есть вот как бы на таких вот коротких сделках это выгоднее. Всегда проще переориентироваться. Поэтому как Европа собирается договариваться с американскими компаниями по поводу долгосрочных контрактов, ну, собственно говоря, невыгодных американским компаниям, я, честно говоря, не очень понимаю. То есть, понятно, когда можно было договариваться с Россией, была труба, можно было договориться на 20-летние поставки, и, соответственно, «Газпром» понимает, что в течение 20 лет он будет качать N миллиардов кубометров, и даже примерно предполагать, что он будет стоить там N денег. В случае с СПГ ситуация совсем другая. Опять же, ну хорошо, с политической точки зрения США являются надежным поставщиком, потому что Европу они как бы еще ни разу, что называется, не кидали с точки зрения поставок. Но вот выбить из них долгосрочные контракты с какой-то более-менее понятной фиксированной ценой, ну, у Европы нет сейчас таких рычагов, которые могли бы позволить заставить США продавать им газ, если уж не в убыток себе, то хотя бы без той прибыли, на которую они могут рассчитывать. Второй момент, который тоже непонятен, вот это вот совместная закупка. У Европы был уже один подход к такому снаряду. Это платформа Aggregate EU,
где, соответственно, вроде бы как бы планировалась совместная закупка газа для того, чтобы снизить расходы на его приобретение. И Еврокомиссия даже отчитывалась о каких-то там результатах, там чуть не почти 11 миллиардов кубометров было продано. Другое дело, что Европе для прохождения нормального отопительного сезона зимнего требуется где-то порядка 400 миллиардов кубометров. Поэтому нельзя сказать, что этот опыт был очень успешный. А главное, что трейдеры так и не поняли, как эта площадка работает. То есть кто кому что должен, как покупать газ, как там формируется цена. То есть, условно говоря, биржа есть, а правил игры на этой бирже нет. Поэтому, фактически за небольшой срок работы этой площадки трейдеры оттуда все разбежались, и, в общем, она как бы сама собой, если можно так сказать, сдохла. Вот теперь, соответственно, Европа опять уселась на эту сдохшую лошадь, пытается ее пришпоривать, только она теперь играет уже не в там, обычный трубный газ, а в СПГ. Опять же, все ждут и пытаются понять, как эта штука будет работать. Потому что предыдущая история с обычным газом не сработала. Почему это должно сработать с СПГ? По-моему, это непонятно не только мне, но и европейским трейдерам. Есть еще как бы такой принцип контрактования американского СПГ, как «сжижай или плати», когда европейские компании, они международные, назовем их европейскими, они подписывают контракты с газосжигательными заводами в США и заказывают у них определенный объем сжижения топлива, потом на бирже покупают этот газ, сжирают и везут к себе в Европу. Если выгоднее перепродают, сами европейцы перепродают в Азию. А вообще самим Соединенным Штатам нужна такая загрузка или нет? Потому что в отличие от Российской Федерации, чем дороже топливо, чем больше спрос внутри США на газ, тем дороже он становится для рядового потребителя газа, то есть гражданина США. США-то вообще заинтересованы в этом или не особо? В принципе, газовая отрасль США позволяет экспортировать достаточно большие объемы газа, тем более, что сейчас Трамп дал зеленый свет развитию новых проектов по сжижению, которые так долго запрещал Байден. Но тут вы абсолютно правы. США ни в коем случае не будут это делать в ущерб себе, потому что благополучие потребителей на внутреннем рынке для США – это очень важно. Более того, собственно говоря, Трамп приходил в том числе на волне снижения цен на топливо на внутреннем рынке. Причем в данном случае речь идет не только про бензин, но и про газ. Сейчас пока ситуация потребителей, причем не только частных, а и промышленных, в целом устраивает. Тем более, что на территории США активно развиваются вот эти центры обработки данных, которые являются колоссальными потребителями электроэнергии, а основной источник этой самой электроэнергии – это газовые электростанции. Потому что так или иначе США, они используют угольную энергетику, но постепенно ее замещают. Вот, по-моему, за прошлый год они избавились от 9 с лишним, почти 10 мегаватт угольной генерации, и, соответственно, это все заменяется газом. Поэтому во первых строках и в первую голову благополучие внутреннего рынка, а уж потом снабжение, соответственно, Европы газом. И совершенно верно, существуют различные форматы сделок и взаимодействия на газовом рынке, но опять же, эти взаимодействия осуществляются между компаниями, а не между Европейским Союзом и там Freeport LNG или кем-то там еще. То есть в любом случае компания будет покупать газ у компании, дальше, соответственно, везти в Европу, и та же самая Total Energy французская, если вдруг она поймет, что газ на азиатском рынке дороже, чем на европейском, то никакие патриотические убеждения не заставят эту компанию вылить свой СПГ на европейском рынке и потерять деньги. То есть в любом случае они будут действовать, исходя из экономической целесообразности. Та же самая история и с другими источниками поставок газа, и из той же Норвегии, и из того же Катара, так или иначе, это все равно будут какие-то экономически целесообразные сделки, в которых, все-таки больше коммерции и экономики, чем политики.
Мы можем говорить о том, что за скачками цен на газ, на энергоносители в Европе стоят не злые русские, а сами же европейские компании, то есть они на своих же гражданах, то есть деньги делают. Да как это можно? Это же демократия. Цветущий сад. Собственно говоря, демократия заключается в том, что никто не может запретить тебе зарабатывать деньги в том случае, если ты можешь это сделать. А более того, ну, переход под государственное управление энергетической инфраструктуры не всегда выгоден и эффективен. Опять же, энергетика – это такая штука, которая работает на деньги, и она должна зарабатывать деньги. То есть никакой самой передовой идеологии коммерцию не заменишь, даже в условиях демократии. Вот, кстати, напомню, когда Германия, по-моему, в прошлом или в прошлом году решила национализировать Юнипер, вот они год фактически пытались таким образом через национализированную компанию как-то наладить ситуацию на энергетическом рынке, а теперь вновь собираются ее выводить на рынок, потому что, ну, против рыночных законов переть достаточно сложно, особенно с учетом того, что у тебя не СССР с большим количеством государственных компаний и механизмов распределения благ, а все-таки демократия со всеми причудами, гримасами, плюсами и минусами капитализма. Поэтому ну, никак не получается внедрить в экономическое существование ЕС элементы социализма. Но все равно это не работает. Все равно капиталистическая мораль и законы капитализма побеждают все попытки сделать что-то, базируясь на идеологии. И поэтому получается, что за идеологические прыжки и ужинки ну, приходится платить реальными деньгами. То есть, если вы решаете отказаться по идеологическим соображениям от экономически целесообразной закупки более дешевого сырья на долгосрочной основе, ну, можно сказать, из соседнего государства, очень сильно экономя на логистике, то, значит, вам придется покупать более дорогое сырье, везти его через океан и еще и конкурировать с азиатскими странами за это сырье, потому что, соответственно, ваши цены, которые сложились у вас, не очень привлекают тех, кто этот газ производит. Ну, по-другому, к сожалению, не бывает. Это вот так работает. Вы напомнили хорошую поговорку о национализации убытков и приватизации прибылей. Но все-таки в Российской Федерации же получилось создать такие компании, как «Газпром». Многие думают, что у нас один «Газпром», но «Газпром» на внутреннем рынке, по-моему, то ли 50, то ли 45% лишь контролирует. Тот же Транснефть, которая контролирует поставки в зарубежные страны, по сути, не игрок на внутреннем рынке. То есть Российская Федерация же, когда мы говорим газ, нефть Российской Федерации, это действительно управление, госуправление энергоресурсами. А почему другие-то не могут повторить? Мы же тоже плюс-минус свободный рынок держим. В принципе, да. Другое дело, что у нас есть такое понятие, как естественная монополия. И здесь, собственно, никто не закрывает стыдливо глаза и не говорит о том, что вот досюда у нас рынок, а дальше уже не рынок, а дальше опять рынок. У нас совершенно как бы спокойно существует газовая монополия в виде «Газпрома», которая действительно владеет огромнейшими долями рынков, причем что касается экспортных поставок трубопроводных, то «Газпром» в данном случае монополист. Больше никто газ на экспорт по трубам не поставляет. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефть Капитал». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту, чтобы мы и дальше бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.